Приветствую, доброго времени суток всем, кто меня видит и слышит. С вами, как всегда, Гарги, и это уже 8-я серия Код Гиас, восставший Лелуш. Эпизод 8. Черные рыцари. Черные рыцари. Черные рыцари. Был такой фильм. Черный рыцарь. Мартин Лоуренс играл. Я впервые покидаю токийское поселение. А ты бы хотела, чтобы Лелуш поехал с нами? С чего? Да не стесняйся. Давайте будем болтать всю ночь напролет. Посплетничаем о парнях, которые нам нравятся. У вас есть кто-то на примете, глава? Кто знает? Какая распутная у них голова. Супер. Не бойся. На озеро Кавагучи приезжает много британских туристов. Там безопасно. Это же не гетто, так что не бойся. Но... Тогда мы все время будем рядом и не оставим тебя ни на одну секундочку. Ладно. О, как. Красота. О, пацаны. В чем дело? Быстрее заходите. Теперь это место станет нашим убежищем. А, он Так ты считаешь, что наше объединение хорошая идея? Да, в конце концов, мы товарищи. Крутотень! Что же это такое? И как тебе удалось это все получить? Попросил одного довольно распущенного аристократа отдать мне бесплатно. Ты попросил подарить и все? Не бойся, никаких дополнительных условий. Ух ты, и второй этаж есть. Вы не думаете, что эта штука великовата для машины? С другой стороны, здесь нас точно никто искать не подумает. Ну Даже да. телевизор есть. Какая такая обстановка у вас там на месте? Вас поняла. Я сейчас стою перед отелем Дворец собраний озера Кавагучи. Захватчики отеля заявили о своей принадлежности к фронту освобождения Японии и взяли в заложники участников конференции по распределению Сакурадайта. Это же не... Известно, что среди заложников находится председатель Джеймс, а также несколько туристов, которые оказались в этом отеле. Эта запись была сделана И они там захватчиками. оказались. Отчетливо видно из нашего студсовета. Также нескольких школьниц. Как утверждают, лидером преступной группы является подполковник Кусакаба, некогда офицер старой японской армии. Сакурадайт, без которого невозможно производство жиростойких сверхпроводников. Это жизненно важный стратегический ресурс, от которого напрямую зависит безопасность в мире. 11-й сектор — крупнейший в мире поставщик Сакурадайта, обеспечивающий 70% мировых поставок. О, как. Здесь на ежегодной международной встрече поставщиков Сакурадайта распределяются квоты поставок Сакурадайта для всех стран. Не будет преувеличением сказать, что итог определяет баланс сил между Британией и другими странами О, мира. как. Считается, что террористы хотят сыграть на заинтересованности всего мира в данной встрече, проводя этот бесчеловеческий захват отеля. Ну все Я понятно. Касакаби из фронта освобождения Японии. Этим актом мы заявляем о своем намерении освободить Японию. Может, вы и не солдаты, но все равно британцы. А значит, наши угнетатели. Если не будете шуметь, с вами ничего не случится, а если нет... Сделали они свою объяву. ФОЯ — самая крупная антибританская организация в Японии и сильно этим гордится. И снова Не все очень вынесли быстро. того, что мы отодвинули их на второй план, мне от таких новостей радоваться или плакать? В конце их всех все равно замочат. Ревал? Лелуш! Это Лелуш. Оставьте ваше сообщение после сигнала. Такой момент, и чем он занят? Да знаю я. Но... Все мосты, ведущие в отель, разрушены, за исключением одного основного. Попытки подобраться с воздуха или по воде провалились. О, как. Остался только один путь, опираясь на который можно разработать план спасения заложников. Основной туннель служб снабжения, проходящий под отелем. Если им воспользуемся, то потом, уничтожив фундамент согласно плану, мы сможем погрузить отель под воду. Раз этот туннель был построен в том числе и для доставки припасов, Сазерленд сможет там поместиться. Даже если противник предпринял меры предосторожности, проблем возникнуть не должно. Вперед! Уверен. Судя по вооружению, которое они использовали до недавнего времени, у нас не будет проблем с уклонением. Замечен враг, как ожидалось, движется по подземному проходу. Понял! Рейко, вторичный запуск! Левые и правые исчетверенные опоры зафиксированы. Напряжение на сверхпроводящей электромагнитной шрапнельной пушке в норме. Камикадзе. Думаю, у них есть антинетмировские винтовки. Рассыпаться на прорыв. Сверхпроводящая электромагнитная шрапнельная пушка. Огонь! Ну, видимо, это какая-то их новая... Что? Получилось! С одного выстрела! Райка работает. Ну что, видели, британские свиньи? Уничтожены!
Похоже, они переделали Глазго в гаусс-пушку. Так нам никак мимо нее не прорваться. Что нам делать, если отпустим политических заключенных, как они требуют? Нельзя проявлять слабость перед этими террористами. Принцесса Ефимия. Я знаю. Должно быть, они этого еще не поняли. Если бы они знали, что среди заложников принцесса Ефимия, давно бы уже использовали ее для обмена. Что? Она была в качестве наблюдателя, поэтому и имя не значится в списке участников. Твою мать! Ситуация намного хуже. А ты посмотри, еще работает. Ладно, поняла. В этот раз сделаю. Но я ему не телохранитель. Может ЦКПР помочь со спасательной операцией? Я сделал запрос. Но мы же не регулярный отряд вне цепочки их подчинения. Кроме того, они не могут доверить выполнение операции 11-му, да? Японцам, да. Принцесса Корнелия ярая приверженка политики дискриминации нумерованных. Нас все еще не признают. Ну, а ты чего ожидал? Зачем тогда вообще вводить систему жалованного гражданства? Для вида. А это куда поставить? Сюда, рядом с водительским сиденьем. Эй, а как быть с коробками, которые у меня здесь? Она всего лишь на экскурсию поехала. Она же еще школьница. Ну разве террористам есть до этого дела? Не прощу, никогда. Ширли, с моей доченькой все хорошо? Она ни в чем не виновата. Если собираемся сражаться против Британии, нам нужно сформировать организацию. Но еще слишком рано. Но и сидеть сложа руки тоже нельзя. Зная Корнелию, уверен, что она пожертвует заложниками. Тогда почему она бездействует? Неужели... Зера, Логика все что равно. будет с заложниками? Очевидно, что нет причин оставлять британцев в живых. Да, ты прав. Зера, мне это всем раздать? В смысле, она круто смотрится и все такое, но мы же только группа сопротивления, поэтому... Ошибаешься. Мы не группа сопротивления. А кто? Тогда кто мы? Мы пытаемся быть... стражами справедливости. Всем отрядам снайперов оставаться на позициях, командирам всех подразделений подтвердить выполнение полученных приказов. Эти школьницы-заложницы, они из вашего студсовета, да? Переговоры о их судьбе продолжаются. Я верю в систему. Я предпочитаю логичный системный подход личным чувствам. Сесиль-сан, смотрите. Что? Это же... Они собираются? Не надо. Не делайте этого. Вы что, серьезно? Они сбросили. Нет! Пока не получим ответа на наши требования, будем сбрасывать по одному заложнику с крыши каждые 30 минут. И ради блага заложников лучше бы переговорам быть результативными. И это они называют предупреждением? Дикари, мы могли бы попробовать сначала договориться об освобождении женщин и детей. Забудьте! Если хоть раз пойдем на уступки, ждите новых терактов! Тогда силовой вариант. Он последует сразу же, как только обеспечим безопасность принцессы Ефимии, не так ли? Ефи, Вот поэтому она там сидит. Наместница, здесь Зеро! Мы только что получили сообщение от Зеро, что третья Вы? машина была угнана Зеро. И чем в это время был занят Гибсон? Говорит, что когда пришел в себя, ее уже не было. О, И где теперь третья машина? Направляется прямиком к военным. Подтверждаем, это Зеро. Нам открыть огонь? Пока будьте наготове, схватим его, как только он будет окружен. Слушай, как думаешь, что он имел в виду тогда под справедливостью? понятия не имею. Но мы можем погибнуть еще до того, как узнаем. Да. Все пути к отступлению уже отрезаны. А почему мы не использовали свой трейлер? О, так ты хотел, чтобы все узнали, как выглядит наше убежище? Верно говоришь. А вы уверены, что мы можем доверять этому Зеро? А я чё говорил? Он какой-то не такой. Если что не так пойдет, сам что-нибудь замучу. Привет. Корнелия, как бы я не хотел прямо сейчас поквитаться с тобой за то поражение, живая ты для меня полезнее. Если будешь действовать так, как я предполагаю, мне даже ГЕС использовать не придется. Опять мы встретились, Зеро. Ты состоишь во фронте освобождения Японии? Или, может быть, помочь нам собираешься? Однако, наши дела здесь важнее твоих. Поэтому месть за убийство моего сводного брата Кловиса настигнет тебя здесь и сейчас. Корнелия, кого ты выберешь? Кловиса, который мертв, или Ефимию, что еще жива? Он додумался. Ну вот, теперь я уверен на 100%. Первое условие соблюдено. Ты не изменилась, Корнелия. Ты всегда души не чаяла в Ефимии. Ага. Поэтому ты не будешь действовать. Твои эмоции мешают тебе. Ага. Я собираюсь спасти для тебя Ефимию.
Зера, я совершенно не понимаю, о чем ты говоришь. Я сказал, что могу спасти ей жизнь. Зера, говоришь? Так точно, сэр, мы получили сообщение от британских войск. Всем войскам пропустить Зера. Повторяю, пропустить Зера. Да. Нажал на больную точку. Еще хорошо, что Фронт они... освобождения Японии Семья. может или признать меня своим союзником, или посчитать помехой. Какая разница? В любом случае, не думаю, что они смогут противиться соблазну встретиться с Зеро. Ну у него уже Так какой-никакой что... авторитет имеется. Отлично. Все предварительные условия для операции соблюдены. Каков ваш план действий, наместница? Я подумала, что пропустив Зера, мы сможем выиграть немного времени до казни следующего заложника. Так что это наш шанс. Одним ударом мы сможем расправиться и с террористами, и с Зера. Ах, спасибо огромное за этот милейший приказ. Они дают тебе зеленый свет. О! Говорят, что можешь отправляться в туннель за этой гаусс-пушкой. Ллойд, вы хотите сказать, что они используют его как приманку, чтобы отвлечь противника? Ага, похоже, что они хотят воспользоваться сумятицей, чтобы отправить внутрь имперскую Что гвардию. значит похоже? Сиси-сан, я это сделаю. Пожалуйста, позвольте мне пойти. Если я и Ланселот нужны для того, чтобы Всё. заложники получили шанс спастись, я это сделаю. Всё. Даже если потребуется стать приманкой. Все, Ланселот сейчас идет в атаку. Только он идет снизу. Видимо, Лелуш захотел спасти. Не помочь, а спасти. Лейтенант Куруруги, ваше задание будет выглядеть так. Согласно данным, заложники находятся в средней части отеля. Предположительно, они заперты на продуктовом складе. Прототип комплекса современного вооружения Ланселот использует вспомогательный туннель снабжения для перемещения под отель. Господи, Если как будто в уничтожить компьютерную игру несущие играю. секции фундамента, и отель погрузится под воду. Ага. Этаж с заложниками будет оставаться над водой еще 8 минут. Спасением заложников и зачисткой террористов займутся другие отряды. Для уничтожения фундамента используй варис. Выставь уровень тока, направляющий на третье деление. Так что единственной проблемой остается ожидающая тебя в туннеле гаусс-пушка. Ясно. Свободное пространство там ограничено, так что способность Ланселота к уклонению снизится до 47% от нормы. Думаете, он справится? Конечно. Только запомни одну вещь на случай, если дела примут совсем скверный оборот. Ни в коем еще? случае не разбей Ланселота. Совсем скверный оборот? Ага. Вас понял. Сазаку, глава, Нина и я... Сдохни, если Мы хочешь. собираемся на озеро Кавагучи. С нами не хочешь? Но Ланселот должен У меня уцелеть. в тот день работа. Правда? Ну тогда ничего не поделаешь. Все равно, спасибо тебе. Я очень тронут тем, что вы меня пригласили. Давай. 12 минут до начала Врубай, операции. поехал. Начинаю обратный отчет. Не поехал. 11-й. О, сейчас вякнула? 11-й? Мы японцы, черт возьми! да Мы понял. знаем, просто оставьте ее в покое. Тогда поправь ее, мы не 11-й. Ладно, мы ее поправим. Как ты смеешь говорить со мной таким тоном? Вы трое идете со мной в соседнюю комнату, и я преподам вам хороший урок. Сиди на месте. Я сказал встать! Прекратите немедленно! Ты еще кто, черт возьми, такая? Я требую, чтобы вы отвели меня к вашему лидеру. Что? Не надо, вице-наместница. Я Юфимия Британская, третья принцесса Империи. Ты дура. Ты цела? Тебе не больно? Не намереваетесь присоединиться ко мне? Тогда покажи нам свое лицо, Зера. Не сделать этого будет грубостью. Хрен тебе. Понимаю, но прежде чем я это сделаю, хотел бы у вас кое-что спросить. Чего вы надеетесь достигнуть с помощью этого акта? И ты еще спрашиваешь, чтобы эта страна и весь мир знали, что японцы все еще живы и борются? Как банально. Вы все безнадежно устарели. Ага. Вам не будет спасения. Как ты... Что ты имел в виду, Зеро? Главный двигатель, форсаж. Ланселот, запуск. Подвиг подтвержден, один вражеский снайпер. Движется в 2 раза быстрее, чем прошлое. А какая разница, кончит так же, как и они. Сверхпроводящая электромагнитная шрапнельная пушка. Огонь! Ну, понятно, все. Это очень Я же быстро. вас предупреждала. Ага, он не играет роль приманки, а старается выполнить миссию. Ты- Нет, он правда. Ему Я говорил повезло. по полковнику заложницу, который ротировал ранее. Утверждает, что она Юфимия Британская. Больше незачем разговаривать. Умри.
И как он интересный. Огонь! Подполковник! Успокойтесь. Подполковник и все остальные совершили самоубийство. Они осознали всю бессмысленность этой операции. Ефимия, ты сдалась сама ради спасения простолюдинов? Ты не изменилась. Что? Найтмир этих ученых с успехом выполняет миссию? Да, такими темпами он скоро прорвется. Смеем ли мы надеяться на это? Давай, Сузаку, пошел. Я еще могу выдержать. Ну, Он и от пятого залпа уклонился. Не верю. Без паники. Задействовать исчетверенные наручные огневые батареи свободного огня. Здесь наша последняя линия обороны. Мы защитим ее ценой своей жизни. Сейчас я использую Веарис. Что? Постой, это опасно! Здесь почти нет места для маневра. Готов встретить взрывную волну. о. Ага, кто первый выстрелит? Ах вы... Я слышал, что вы теперь вице-наместница, принцесса Ефимия. Я сама не слишком этому рада. Да. Все из-за того, что Кловис был убит. Это моих рук дело. Да? До самого конца он умолял пощадить его. Теми же самыми устами, которыми приказывал убивать 11-х. И поэтому ты убил моего брата? Нет, Тогда почему? потому что он сын императора Британии. Да, и потому что большая сволочь. Что напомнило мне, вы ведь тоже его дитя. Максимальная мощность! Плевать, если даже орудие сломается! Будьте готовы умереть, защищая этот пост! Круши его! Надо дать им должное, они правда стараются. Да, но вот видите, погибнуть от рук своих. Он что, оттуда выбрался? Это 11-й. Даже Карнелия его зауважала. Ну, она может быть и нацист, но также она и военный, который ценит ценные кадры. Гилфорд! Слушаюсь. Давай, полный вперед. Не может быть. Привет. Опять этот безголовый. Юфи! Ребята! Лейтенант Куруруги, стой! Да, вот козел, а. Робота не... А что с задели. камерами из третьей машины? Зера забрал их, так что давай надеяться, что мы получим с них картинку. В чем дело, Зера? Разве ты не планировал использовать эту ситуацию? Подорвал. Он подорвал это место. Сузаку! Фу, мой робот цел. Козел. О боже мой, только... Я не смог их спасти. Началось. Я... Опять! Опять? А, Есть! Что? Что это? Это Зера! Не бойтесь, мои дорогие британцы. о, Все заложники из отеля были спасены. Возвращаю их вам. Ребята, слава богу. Какая неслыханная дерзость! И если бы мы тебя сейчас атаковали, они бы стали твоими заложниками, да? ну... Ой, это что такое? Люди, можете бояться нас или искать нашей помощи, как пожелаете. Мы Орден Черных Рыцарей. Чё? Чей орден? Иронично, правда? Террористы, которые называют себя рыцарями. Орден Черных Рыцарей на стороне тех, кто безоружен. Ага, Будь они британцами или 11-ми. ага. Фронт освобождения Японии трусливо взял британских мирных жителей в заложники. Ага, и всё жестоко понятно. их казнил. Это был бессмысленный акт, поэтому мы покарали их. Вы меня слышали? Пустите это в эфир. Ответственность? Беру на себя всю ответственность. Точно так же я казнил предыдущего наместника Кловиса, который устроил геноцид безоружных 11-х. Мы не могли стоять в стороне и позволить этому жестокому действу свершиться. И все они получили по заслугам. Я признаю борьбу с оружием в руках, но я также не позволю свершиться своевольному истреблению слабых сильными. Стрелять следует лишь тем, кто сам готов принять пулю.
Где бы сильные не притесняли слабых, появимся мы. Как бы силен не оказался наш враг. Стражи справедливости. Облеченные властью, трепещите предо мной. Ау. Бессильные, ищите моей защиты. Ибо мы, Орден Черных Рыцарей, будем судьями этого мира. Да. Да, королевская кровь, конечно, хлещет по полной программе. У чувака прямо начитался, конечно, средневековой литературой. Да, нагнал пафос. А что поделать? На публику надо работать, чтобы получить популярность, чтобы тебя в итоге не грохнули, как простого террориста. Если уж уходить, то ходить красиво и с песней. И лучше прямо вообще. Да. Жалко в настоящем мире такого не сказать, что возможно, но, блин, это круто. Ну, короче, нет, он тут все расставил. Скажем так, расставил все точки над «и», кто он является. Короче, он будет действовать согласно, скажем так, согласно Женевской конвенции. Что это значит? Он тут банально... Есть такое выражение, есть такой термин «комбатант». Комбатант — это человек, это боевая единица, которая обладает оружием. А человек безоружный — это не комбатант. Он сейчас прямо заявил: мне плевать на национальность, мне плевать на все остальное. Мне не плевать только на одно. Если комбатант будет атаковать не комбатанта, если вот чисто смотреть на эту ситуацию без эмоций, без учета того, кто тиран, кто нет, то он это прямо осуждает. Например, если вооруженный человек, неважно, он находится в регулярной части, в регулярной армии, или он просто повстанец, это комбатант, потому что он вооружен, он опасен. А если он застрелит ребенка, застрелит человека любой профессии, если это бухгалтер или священник, но если он безоружен, абсолютно, то он является некомбатантом. Военнопленные также являются уже некомбатантами. И все. То есть он прямо заявил, что если вы тронете людей, которые не имеют никакого отношения к боевым действиям, я это буду осуждать, мне плевать. Вы японцы, англичане, африканцы, итальянцы, китайцы и так далее. Ну что ж, мы немножечко тут еще заметили ситуацию с Корнелией. Корнелия все равно... Она все равно женщина, она все равно человек. Она боевой человек, она военный человек. Но это ее сестра, это семья. Это вместе выросли, это ответственность. Она хорошая и благородная. Нацист мирового масштаба, конечно, но... Я понял, у нее, скажем так, двойные... Ну, нет, не сказать, что двойные взгляды, потому что они друг друга не отменяют. Она, как член королевской семьи, полностью презирает 11-х. Ну, не как Юфимия, кстати. Юфимия такая, немножечко погладистая. Но сейчас Корнелию разбираем. Но, учитывая способности Судзаку, это превышает, скажем так, национальную составляющую. Для нее первое, самое важное в бою какой человек. А по национальности это ей уже, ну скажем так, не наплевать, но она закроет глаза. Она закроет глаза, если человек, правда, боеспособен и исключительно талантлив в этом деле. Ну, потому что она, как военный человек, мне кажется, прекрасно знает цену подобным кадрам. Это на вес золота такие ребята, которые в одиночку способны выполнить поставленную задачу, очень опасную. Тем более, поэтому Судзаку очень привилегированным стал. И мне кажется, сейчас еще больше станет. Юфимия уже его, скажем так, полюбила. А Корнелия сейчас, его заметит, так сказать. Может быть, в гвардию к себе возьмет. Вообще будет круто.
Господи, какой круто. Я вообще-то... Вот видите, о чем я. Тут вообще непонятно, кто за кого. Вот я просто рад за пацана. Но при этом и не совсем рад, я его очень сильно осуждаю. Как он может против своих воевать? Вот как? Лелуша еще понятно, у Лелуша личные мотивы прикончить всю королевскую семейку, потому что мать убили и сестру изувечили, но... Ну, сами понимаете. Ну, Юфимия продемонстрировала здесь большую доблесть на самом деле. Она же прекрасно понимает, она не дура, а не маленькая. Она прекрасно понимает, чем это все могло закончиться. И она все равно пошла на этот риск. Пошла на этот риск. Это дорогого стоит. Все-таки королевский дух в ней есть. Рыцарский, благородный. Как и у Корнелии, между прочим. Вот просто с Кловисом какая-то фигня вышла. Прямо Джоффри. Из «Игры престолов». Ну что ж. Ну, все, что я мог сказать по данному вопросу, сказал. Лелуш просто капец. Как выпендрился в конце. На самом деле это он сделал специально. Он просчитывает много, он просчитывает. Это очень хитрый ход. Он работает не просто, чтобы истребить Британию на территории Японии. Он воюет за то, чтобы в самой Британии начались перемены. Вот это очень грамотный момент. На самом деле такая стратегия имеет место быть в реальном мире, но она требует очень-очень-очень долгих, чисто это расчет на целые поколения идет. Расчет на целые поколения вперед. Между прочим, в этом и хороша монархия, потому что один человек, если он умный и если у него есть один план, то он этот план всю жизнь будет, скажем так, притворять в реальность. А демократия тем недостаток, что, например, у одного человека один план на будущее всего мира, да, на будущее своей страны, 5 лет пройдет, и потом заново менять идеологию, менять его так и сяк и сяк. Несовершенно, но я до сих пор убежден, что лучше ничего не придумали. Но у монархии тоже есть свои преимущества. Ну, конституционные, если так можно выразиться, тоже имеется. Ну, не будем об этом говорить. Серия была крутой и вполне объяснила, поставила четкие... Вот Лелуш нам объяснил четкие цели, чего он собирается добиться. Что ж, это была 8-я серия Код Гиас. Восставший Лелуш. Спасибо, что смотрели это вместе со мной. Увидимся уже на 9-й серии. Удачи!